Пришел как-то в нашу деревню матерый волк. Стал страх на людей нагонять. То на дорогу выйдет, бывало, прямо среди бела дня, то грибников в тайге пугает. Односельчане понимали, что этот молодой и сильный хищник не поладил с вожаком в стае, вот и ушел. Он ищет себе самку, хочет создать свою стаю. Люди стали бояться ходить в лес, особенно поодиночке. Мужики прозвали волка бобылем. Бобыль — так в народе люди одиноких молодых мужчин называют. Бывало, присядут мужички на лавочке, возле сельмага, новостями делятся, сплетни обсуждают, так обязательно кто-нибудь да и скажет. Да, вече бы были, а в тайге опять видали с соседом бобыля. Стали замечать также люди, что волк к собакам начал приходить. К тем, которые живут на окраине деревни, поближе к лесу. К кобелям не ходит, все к самкам прибегает. Кто-то даже видел его поздним вечерком. Были люди во дворе, а он прямо у будки сидит с собачонкой, смотрит на нее, а та даже не лает. Другие люди рассказывали, что под вечер выйдут в огород на полив, а он серой тенью шмык, через забор и в лес. Жутко стало людям, совсем осмелел хищник. Как теперь жить, собаки его не боятся, близко даже к себе подпускают. А старики поговаривают, наверное, свободной волчицы не найти волку, вот и выбирает он себе невесту среди собачьего племени. А в деревне жила одна незамужняя, одинокая, довольно-таки молодая девушка. Изба у нее стояла последней по улице, и огород как раз впритык к лесу располагался. Хозяйство небольшое держала, курочек с пятачок, да коза старая маняшка. Ну, а беспородная собачонка охраняла все это добро. И вот стал тот одинокий волк не чаще других заявляться к ней на двор. Выглянула в оконце, рассказывает хозяйка, а он сидит то на собаку смотрит, то в окно, будто меня видит. Я уж и не пойму, то ли он на Герду мою позарился или ко мне в женихи метит. Бабы смеются, прозвали Любку, а так зовут хозяйку Герды волчьей невестой. Она, конечно, женщина с юмором, понятливая и не обижалась на баб. Мужики предлагали ей капканов по огороду ставить. Да куда там, а вдруг своя собака попадется, да и волка жалко. Он хоть и страшный хищник, а зла никому не причиняет. Отмахивалась Любка. А волк все ходит и ходит. Сидит возле собачьей будки. То на собаку посмотрит, а то прямо в окно, будто сказать чего-то хочет. И вот однажды пошла утром Любка за водой, а волк лежит возле будки. Голову положил на лапы и смотрит на нее. Испугалась она, ведра побросала, они разлетелись грохотом в разные стороны. Забежала женщина домой и к окну быстрей побежала, а волк даже ведер брошенных не испугался. Лежит себе и все тут. Люба поняла, что-то не так с этим волком. Перевела дух, набралась смелости, перекрестилась и снова во двор пошла. Герда суетится, хвостом виляет, то в нос лизнет, то лапой тронет волка. Скулит бедная, а он на нее как будто внимания не обращает. Следит глазами за женщиной. Любка стала подходить к нему. Зверь насторожился, голову поднял и смотрит в упор. Тут она-то и заметила, что у волка на шее что-то странное. То ли веревка, то ли даже ошейник. Но откуда у него может быть ошейник? Стала Люба потихоньку к волку подходить. Волк не выдержал, прыгнул через забор и убежал. Весь день у женщины не выходила из головы эта картина с веревкой на шее животного. Пошла она к сельмагу, рассказала людям, что видела, думала, совет, может быть, какой-то односельчане дадут, но они наперебой какие-то глупости стали говорить. Дескать, мерещится все это, да и шутить по обыкновению начали. Решила она тогда действовать самостоятельно. Вечером положила в миску кусок мяса, поставила в огороде, в то место, где волк проходит. Сама стала наблюдать через окошко. Бобыль опять пришел, учуял мясо, кинулся к нему, лижет его, зубами хватает, жует как будто, но не ест и снова лижет. Потом улегся, морду положил на лапы и смотрит на еду. Тут Люба все поняла. Волк не может есть, непонятно почему, но не может. Она вышла к нему осторожно, стараясь не шуметь. Подходила медленно, не смотрела в глаза, но взгляд со зверя не спускала. Теперь она боялась его гораздо меньше. Люба понимала, что если волк не может взять мясо, то ее не укусит. На этот раз ей удалось подойти совсем близко к зверю, почти на расстоянии вытянутой руки. Но трогать она его не стала, хотела, чтобы он перестал ее бояться. Сначала Любаша присела на корточки.
Зверь поднял голову. Теперь она могла четко рассмотреть, что у него там на шее. А это был старый кожаный ошейник, то ли с шипами, то ли заклепками. Но как он мог оказаться на шее дикого зверя? Ошейник настолько сдавил горло животному, что волк едва мог дышать. Не то что уж есть. На следующий день Люба порезала мясо небольшими кусочками, положила в миску и снова поставила в огороде. Волк по обыкновению пришел, учуяв мясо. Набросился, стал лизать и тут понял, что оно маленькими кусочками, и начал жадно заглатывать. Видно было, как маленькие кусочки едва проскальзывают в глотку волку. Приходилось с каждым глотком неестественно прижимать голову к груди, а потом запрокидывать наверх, чтобы проглотить мясо. Бедное животное, видимо, последнее время питался одними мышами, да лягушатами, думала тогда Люба. Вот и пришел к людям за помощью. Кто-то же одел на него этот ошейник, это значит, что с людьми он был знакомый и раньше. День за днем женщина подкармливала хищника и подсаживалась к нему все ближе и ближе. И однажды наступил тот день, когда она попробовала положить ему руку на голову. Волк дернулся, но не убежал. Люба провела рукой по шее зверя. Он сильно напрягся. Она попробовала нащупать застежку, не так-то просто это было сделать. Ошейник почти врос в шею зверя. Наконец ей удалось. Она попробовала расстегнуть, но это уже было невозможно. Любаша вспомнила про маленький ножик в кармане. Осторожно, одной рукой она достала его, не убирая другую с шеи животного так, чтобы волк не видел посторонний предмет. Просунула под ошейник и разрезала. Теперь нужно было осторожно, не причинив животному боль, снять этот злополучный предмет. Женщина взялась двумя руками за края разрезанного ошейника и стала разводить его аккуратно в сторону. Волк начал мотылять головой, но она не отпускала. Он рванулся назад и высвободился мгновенно, перепрыгнул через забор и скрылся в тайге. Люба смотрела на ошейник, крови не было, значит, кожа у животного не повреждена, а это были хорошие шансы на спасение. На следующий день она пошла к сельмагу с тем ошейником. Вот, показывала она всем. Полюбуйтесь. Сняла все-таки с волка эту душегубку, народ разглядывал ошейник и удивленно ахал. Как же так? Откуда? А может, это и не волк вовсе, а бродячая псина? Появились даже такие предположения. Да нет же, это точно волк, опровергали мужики, которым он тоже лазил во двор. Возле сельмага и также рассказали, что в райцентре есть притравочная станция, это где держат волков и лис. Как-то даже у них медведь бурый был. В общем, для обучения охотничьих собак их там держат. Вот оттуда давненько, правда, может, пару лет назад, сбежал молодой волк-подросток. Прямо с ошейником вырвался и в лес сиганул. Только его больше не видели. Уж не твой ли это женишок будет? Посмеивались старики. На следующий день волк снова пришел к Любе. Она снова его накормила. Теперь Любаша старалась каждый день нарезать мясо все более и более крупными кусками. Где-то через пару недель женщина положила целый кусок. Волк жадно набросился на него, прожевал и проглотил мясо без всякого труда, облизнулся и посмотрел на спасительницу. Она погладила его по голове, совершенно без всякой опаски, хотя теперь уже ничего не мешало волку напасть на женщину, а он лишь уткнулся головой в ее колени. Со временем он приходил все реже и реже. Зверь мог уже охотиться сам и спокойно есть свою добычу. Любаша радовалась за него, но в глубине души ей было горестно, что скоро настанет такой момент, когда он не придет вовсе. И вот однажды судьба подготовила для Любаши сюрприз. Герда принесла 5 щенков, да не простых, а вылитых волчат. Наш Боболь, оказалось, время даром не терял. Один только черненький, как Герда, родился, а 4 были вылиты папаша. Люба всем рассказывала про щенков и с гордостью заявила, что теперь она не волчья невеста, как ее окрестили, а теперь она волчья теща. Народ смеялся и поздравлял ее с пополнением. Волк же продолжал посещать свое семейство, обнюхивал щенков, иногда даже облизывал, а потом стал приносить им добычу. Любаша была поражена. Теперь она старалась не выходить из дома, чтобы не беспокоить волка, поэтому особо не разглядывала, что он там им приносил.
Щенки набрасывались на добычу всей толпой и жадно ее грызли. «Что же я с вами буду делать?» – размышляла женщина. «Надо будет скоро куда-то вас пристраивать». А однажды по осени к ней пожаловал хозяин той притравочной станции. Как-то он узнал про спасенного волка и про его щенков. Женщина не сразу поняла, чего он хочет, и пустила к себе во двор. Разговор был в огороде. Как же Люба разозлилась, когда поняла, зачем приехала эта наглая морда. Он хотел поставить ловушку на своего волка и предлагал купить у Любы щенков. Женщина стала кричать на него и гнать прочь, а мужик начал оскорблять Любашу, угрожать, говорит, что и так всех заберет, без денег. Как вдруг, словно молния, через забор перелетел волк. Не касаясь земли, в одну секунду повалил негодяя на землю и попытался укусить. Мужик вырвался и еле успел спрятаться в доме. Волк встал между женщиной и своими щенками. Теперь Люба была уверена, что это тот самый волк, о котором рассказывали старики. Время шло, и щенки подрастали. Вскоре они ушли навсегда вслед за своим отцом в тайгу. Люба понимала, что на воле им будет лучше. Так Бобыль обрел свою стаю. Через несколько лет охотники стали замечать в тех краях необычной красоты черных волков. Это Герды внуки, думала тогда Любаша.